Всем огромное здравствуйте, с вами Виталий и канал Ассорти про еду. Сегодня мы с женой готовим что-то вкусное, конечно, на праздник. Ребят, уже канун, не первый год, многие со мной на этом канале, и я задумал сделать интересные рецепты. Те, которые, может быть, вы захотите для себя как-то приготовить. Что я в них хочу сделать? Самое главное, это не только подача, а еще сама вкусовщина. Как сочетаются продукты одни с другими, чтобы они раскрывали, чтобы они один другого подчеркивали. Короче, это у нас будет сегодня 5 рецептов. И они, можно сказать, будут почти все полностью кардинально отличаться друг от друга. Так что, ребят, не буду затягивать. Я уже хочу готовить. Хочу закончить это видео с шампанским. И все рассказать о том, как я это готовил и как я это буду делать. Ребята, если вам понравится это видео, зайдет вот такая тема, в следующее видео я буду рассказывать и делать в такой же самой, вот примерно похожей, в похожем манере. Многие говорят, много говорю, много говоришь, много воды, много воды. Да, да, но может мы это оставим в этом году, а в следующий год придем уже с другими мыслями, с другими желаниями, с другим настроением. Сырокопченый бекон обжариваем на сухой сковородке. Не бойтесь, бекон сам даст свой естественный жир. И его нужно зажарить до очень хрустящего состояния. Такого, чтобы он просто рассыпался. Бекон убираем на салфеточку. Натираем твердый сыр. И для пикантности немножко горгонзолы. Фисташки можно ножом порубить, можно перемолоть в ступке. Только без фанатизма, чтобы была вот такая вот немножечко крупная фракция. Добавляем сухой чеснок и все это тщательно перемешиваем в однородную массу. Пересыпаем фисташки, добавляем копченую паприку, примерно чайную ложку. И вот этот вот бекон, который, вы видите, он прямо рассыпается. И добавить в эту смесь. И сюда добавляем мелко нарезанный лук. Берем чайной ложкой и делаем вот такие вот движения, формируя как бы вот такой вот шарик. Его выкладываем на посыпку, и уже в посыпке можно его формировать уже в круглый шарик. Выкладываем его на тарелочку. Берем палочки вот такие, с солькой обжаренные, ломаем на половинку и втыкаем в каждый для удобства. На ней можно кушать и вместе и брать их. В душе зажгутся огоньки, и целый год у вас не будет ни огорчений, ни тоски. С наступающим! И первая, ребят, закуска, но это просто красотища, по-моему. По-моему, очень классно, очень красиво. Груша. Эта закуска больше, конечно, не к шампанскому, а к чему-то покрепче. Копченость немножко от бекона и копченость от паприки. Сырность. Вот эти вот фисташки, соленость, они хрупкие, они так играют классно. Ну, короче, букет дополняющий друг друга здесь. Выбирать, конечно, ребята, вам. Я советую это готовить, а мы готовим следующее блюдо. Берем из магазина слоеное тесто, любое вкусное разрезаем на квадратики, еще замороженное. Укладываем на пергамент и смазываем яйцом. Я сверху посыпаю черной солью. Можно добавить сезамки, черные, белые.
И убираем это в духовку на 180 градусов. 8 минут хватило. И вот такая красота получается. Вначале мы нарезаем красненький лук полукольцами. 2 чайные ложки яблочного уксуса. 2 чайные ложки водички. 3 чайные ложки сахара и пол чайной ложки соли. В этом маринуем лук. Вкусные вяленые томаты мелко нарезаем. Добавляем в мисочку. К ней же хороший вкусный тунец. Отжимаем маринованный лук от маринада и также мелко нарезаем. Сюда добавляем плавленый сыр. Все это хорошо перемешиваем. Так, берем наше тесто, заготовку и разрезаем вдоль ножом. Получается вот такие 2 булочки. Берем немножко нашей намазки и сверху ее вот так вот закрываем. Получается вот такая красота. Смеха, счастья и тепла, мира, радостей, порядка и во всех делах достатка. С наступающим, ребята! Ну что, вот такая красотень. Бутерброд на 1 укус. Пайку, ряпушку не нужно огромную такую. Пролетает в любой ротик. Вот это вот именно солька, ребята. Если вы даже будете сверху добавлять какой-то кунжутик или что-то вот вроде этого, то обязательно немножечко лучше морской соли крупненькой посолить. Вот у меня вот эта вулканическая черная, она вообще просто так допитывает вот этот вот букет. Это обалдеть. Хрустящая булочка, маринованный лучок офигенно дополняет вот эту нежность нежного тунца. Получается, ну, настолько нежно, и вот с этой вот ноткой кислинки, кислого немножечко лука, солька, ну просто обалденная закуска. Классно, нежно, свежо, шикарно. Ну что, приступаем к следующему. Так, берем грушу. Разрезаем наполовину и нарезаем вот такие вот дольки. Так, дальше нам нужен сыр с плесенью. И нам его нужно нарезать на вот такие вот полоски. Можно прямо его брать и одевать вот так вот наверх. Берем пластинку хамона или прошутто благородного. Можно иберика, у меня просто сирано. Берем пару веточек рукколы, укладываем наверх нашу грушу и вот так вот красиво, культурненько заворачиваем в рулетик. И укладываем это на тарелочку. Красотища. И сверху по нему поливаем бальзамическим кремом. Чудо, сказки, волшебства и душевного тепла. Так, ребят, снова с наступающим. Это лайтовая закуска, но вот этот вот букет, он просто чудесный. Нежность груши, бальзамик. Я, конечно, хотел бы, чтобы вот это как раз было не прошутто, а именно хамон, потому что хамон немножечко поярче, прошутто понежнее. И как раз вот с сыром, ну это просто божественное сочетание.
Берем рисовую бумагу, разрезаем на 4 части. У меня примерно тут она сантиметров по 25-28, наверное. Наливаем масло. Температуру масла, нагрев проверяем маленьким кусочком бумаги. Видите, вот начинает он работать. И вот сейчас мы регулируем температуру. Самое главное, чтобы они как бы поднимались, но не горели. Вот сейчас то, что нам нужно. Немножечко вот так вот ее подворачиваем. Если она у нас не закручивается, значит можно немножечко подвернуть. И выкладываем их на салфетку. Конечно, мало сольную. Да? Она бывает сильно сольная? Да. Нарезаем кубиком. Перекладываем в мисочку. Авокадо. Нарезаем средним кубиком. Примерно, чтобы он был такой же, как вот вы нарезали лосося. Добавляем сюда пару капель лимонного сока и хорошо перемешиваем. И добавляем сюда чеснок, чтобы ядреный не был, выбираем вот эту вот серединку. И одну половинку вот такой большой дольки. И очень-очень-очень мелко. Вообще чеснок можно по желанию. Сюда хорошо добавить можно сухой чеснок. Добавляем творожный сыр. И это все хорошо перемешиваем. Старайтесь перемешивать нежно, чтобы у вас получилось не паштет, а как бы салат с творожной массой. Берем хорошую столовую ложку домашнего майонеза. И если у вас вдруг есть ворчестерский соус, то сюда нам нужна одна хорошая такая вот полная чайная ложка. Чайная ложка лимонного сока и чайная ложка дижонской горчицы. И это все хорошо вымесить. Берем корзинку и в нее в серединку выкладываем наш салат. Семгу. И сверху поливаем нашим соусом. Я сверху украшаю еще пророщенной микрозеленью. Снег летит, как белый пух, нежно землю укрывая. С Новым годом всей душой я вас сердцем поздравляю. С наступающим, господа. Вот эти вот нежные облака с наполнением семги, но это, ребят, просто в первую очередь всегда съедается. Это, главное, несложно, но вот эта вот пушистость, эта облачность, эта снежность к Новому году просто обалденно. Сразу с самого начала уже вот этот запах свежести от авокадо. И не заполняемый, именно не копченую только семгу, ребята, только слабосоленую, а лучше своего исполнения. Вот соус к этому блюду просто вот обязателен. Лимончик, там вот эта вот кислинка внутри. Мягкость, нежность авокадо, теплая семга, хрустящее рисовое вот это вот облачко. Ну, это просто божественное сочетание.
я беру тортильи, можно взять лаваш в диаметре примерно 20 сантиметров. Разрезаем наполовину. Дальше мы берем тортилью и заворачиваем. Немножко можно его делать поменьше. И здесь я его закрепляю сверху зубочисткой. Вот примерно вот так. И убираем заготовку 180 градусов 8-10 минут в духовку. Берем любую беленькую, белоснежную, внутри, конечно, копченую рыбу горячего копчения. У меня в данный момент морской окунь. Это дело уже нужно делать руками, нежненько. Каждый кусочек мы перебираем вот так вот, чтобы не попались косточки. Каждый кусочек перетираем руками, не рубим, не режем. Меленько нарезаем лук. Красиво сюда, конечно, добавить красный, но у меня белый лук. Главное его нарезать меленько. Как у вас получится, постарайтесь. Зеленый перьями. Опять же мелко. Ложку домашнего майонеза и ложку плавленного сыра. Берем рыбную массу и стараемся до самого дна, с самого начала там прокладывать. Делаем в конце вот так вот немножечко такой, как бы, плоскость. Вот именно вот таким вот макаром. Вот так вот укладываем. В конце берем пару икринок красный и укладываем наверх. Верных, преданных друзей, самых лучших, светлых дней в новом году, ребята. Друзья, хочу за вас всех поднять бокал шампанского, потому что стараемся все на 2 каналах, и я думаю, вам эти рецепты, ну, тоже будут по душе, и что-то из этого всего вы, конечно, себе обязательно приготовите. С наступающим! Тут надо уже ряху такую большую. У меня, конечно, не мелкая, но половину я тоже точно заточу сразу. Это, господа, вообще мое самое, можно сказать, классное, любимое сочетание. Вот этой вот копченой рыбы и майонезности. Лучок туда обязательно. Вот это вот похрустывание. И особенно, когда белая рыба, и она так нежно подкопченая, с этим всем. Пита классно держит форму. Так что он у вас, если даже и вы приготовите за пару часов до праздника, он у вас не расклеится, не расползется. Я от этого сочетания рыбы, вот майонезности, от этого вот внутреннего салатика наполняющий, я вообще в восторге. Классно, ребят. Я думаю, какой-нибудь все-таки вы из этих рецептов для себя обязательно подберете. Может, даже не к Новому году, а к какому-то другому празднику. Я рад, что вы, конечно, поставили лайк или дизлайк. И кто не подписан на этот канал, подписывайтесь, заходите на мой второй канал. Там тоже классные некоторые моменты есть. Может, себе что-нибудь найдете. И год тоже мы старались, вы писали комментарии, вы ставили лайки, вы подписывались, и вы со мной уже не первый год. Поэтому, опять же, я поднимаю бокал за вас, чтобы у вас в новом году все было просто как вот это вот облако. Нежно, душевно
и очень вкусное. Еще раз, ребята, с наступающим Новым годом. И от себя мы обязательно, от нас, мы обязательно обещаем, что мы будем вытворять еще еще что-то, еще какие-то новые обязательно идеи, да? Я, ребят, заговариваюсь, но я правда это все говорю от души. Огромное всем спасибо. До новых встреч в новом году. Всех с праздником. Пока.